На секундочку, мы идем с светошумовой гранатой в туалет. В случае появления медведя надо выдернуть чеку и бросить ее не в медведя, а рядышком. Я не боюсь тебя, холод! Отпуск в августе. Бархатный сезон. Так эпично. Такого эпического вулканизма мы еще не видели. Мы засекли целый табун касаток. У нас новое путешествие, мы летим на Камчатку. Программа у нас следующая. Мы прилетаем завтра на Камчатку, пару дней у нас на акклиматизацию, и затем мы идем в тур. У нас, соответственно, в программе восхождение на 2 вулкана, Мутновский и Горелый. Потом мы едем на Плоский Толбачик, и после этого возвращаемся к Петропавловску-Камчатскому, плаваем на корабле по бухте, и я думаю, что за 10 дней это примерно нам будет выше крыши. Поэтому я очень жду этого приключения. Прямо из окна нашего отеля открывается вот такой вот вид на залив и вулкан прямо за заливом. По итогам первого дня на Камчатке я могу сказать, что это было уже офигенное приключение. Сначала мы долго искали сивучей. И они выглядят примерно как киты в Исландии, очень далеко. Да, и вот мы на фоне, короче, вот это вот какой-то руины здесь стоим и пытаемся посмотреть. А по пути сюда мы ехали с боссманом рыболовного судна, который рассказывал. Я, в общем, не особо хотел. Как ты спуска не даю? Потом мы попытались найти второе лежбище сивучей, но вместо этого наткнулись на собак и долго от них убегали. Петропавловск-Камчатский — это вот такой красивый ландшафт, посреди которого есть как нормальные дома, так и совершенно жуткие заброшки. Такое чувство, что там вот самое, наверное, неприятное о чем можно подумать, там происходит. И ночью здесь нету освещения, и в какой-то момент мы просто шли в темноте, и навстречу нам выбегали собаки, и они на нас лаяли, и было очень страшно. Адреналин прямо зашкаливал. Сегодня у нас на повестке Халактырский пляж. Такси, кстати, стоит порядка 800 тысяч рублей и ехать порядка 30 километров. Да, здесь дорого, здесь достаточно дорого стоит такси, здесь достаточно дорого стоит еда. Ну, с этим, наверное, ничего не поделать. Конечно же, мы не могли взять и никуда-нибудь начать лезть вверх. За мной располагается Халактырский пляж с черным песком и красивыми волнами. Мы поднялись на скалу, и отсюда очень крутой вид. Можно увидеть вообще все побережье с волнами, с вулканами и горами вдали, и это очень круто. Когда я попадаю в такие далекие и прекрасные места, я постоянно думаю о том, что, возможно, я вижу это место в последний раз в жизни. Потому что никогда не знаю, вернусь ли я сюда вновь. Я думаю о том, что все прекрасные воспоминания в моей голове однажды исчезнут вместе со мной. Именно в этот момент я включаю камеру в попытке сохранить момент и поделиться им. Именно поэтому провожу десятки часов над видео, стараясь рассказать свою историю. Именно поэтому, переступая через себя, прошу поставить видео лайк и так далее. Именно мой страх небытия стимулирует меня творить и делиться тем, что я делаю. Халактырский пляж – один из самых знаменитых серф-спотов России, несмотря на температуру воды.
На берегу разбит серф-кэмп, где можно жить и кататься. Впрочем, желания лезть в воду у меня не возникло. Отчаянные люди серфят летом и зимой в гидрокостюмах, но при взгляде на них становится очень холодно просто. Мы были на пляже еще до Красного прилива сентября 2020-го, который вызвал здесь массовую гибель морских организмов. Это, как и пандемия ковида, для меня проявление эры антропоцена, когда человеческая деятельность влияет на нашу среду обитания и, как следствие, на нас самих. Накупалась? Смешно тебе? Мне нет. В чемодане наши палатки и спальники. И мы едем на природу с чемоданом. Что самое забавное, это самая быстрая и дешевая возможность спустить этот чемодан. Потому что такси будет ехать минут 20-30. Подавай. Юный подаван. Что скажешь? Заняла нам местечко вроде бы. Парень, не хочешь немного собак? 2020 год стал моментом, когда многие в России открыли для себя внутренний туризм, и Камчатка стала одним из мест наибольшего притяжения для путешественников со всей страны. Заехав на водопад Бабий Камень, мы отправились на ночевку к Карымшинским горячим источникам. Горячие источники являются популярным местом отдыха для жителей Камчатки, однако инфраструктуру там можно назвать в лучшем случае базой. Выкид. Самое интересное, что жители Камчатки как будто не хотят, чтобы посещение природных сокровищ было более цивилизованным, мотивируя это тем, что если все станет доступным, то туристы разорят и уничтожат уникальную природу. Что мешает как минимум организовать централизованные туалеты, чтобы сохранить нетронутой камчатскую природу, для меня осталось неясным. Теплые источники, онсен только типа На Камчатке. только на Камчатке. И без крыши. Но зато с видом. Когда надо быстро собрать лагерь, я забываю, зачем я хожу в походы. Ну, мне кажется, мы хорошо справились. Никто нас не ждет. Никто нас не ждет. На самом деле, это вот второй день нашего путешествия. Мы сегодня встали реально около 6 часов. Мы впервые взяли настоящий тур, когда ты прям платишь деньги и тебя везде возят. Объясняется это просто тем, что на самом деле на Камчатке что-то самостоятельно сделать довольно сложно. Ну, то есть намного проще съездить самостоятельно в Исландию или в Намибию или в Патагонию, чем на Камчатку. Это просто факт. То есть, учитывая то, что ты просто из Петропавловска-Камчатского не особо куда выедешь. Начинаем восхождение на вулкан Мутновский, и здесь туман. Мы очень долго ехали вверх, и это было довольно тяжело. Скажи про волчью стаю. Да, и мы
И мы как волчья стая сейчас пойдем вверх. Значит, первыми пойдут самые слабые, потом самки, а потом мощные самцы с шерстяными лапищами. Последнего не идем, да. И также хотелось бы добавить, что падение это не провал, падение это где упал. Конечно, остается вопросом, что мы сегодня разглядим в таком густом молоке. Не посмотрим на ничего, но сверху. Да. Тут на самом деле большая куча машин, которые тоже привезли людей смотреть на такое же ничего, но сверху. Как пройти в библиотеку? На Камчатке самая высокая концентрация вулканов на Земле. Всего на Камчатке насчитывается более 300 вулканов, а к активным и потенциально активным относят от 28 до 36. Вулканы Мутновский и Горелый при этом находятся менее чем в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. Для меня было удивительно, насколько дикая природа на Камчатке. Во время восхождения на Мутновский нам показали одну из активных фумарол, куда, по словам гидов, упал и насмерть сварился один из туристов. При этом у любого желающего есть возможность случайно повторить такое приключение. Наверное, в этом состоит и притягательность Камчатки, в ее дикости и сравнении с похожими природными зонами, где подходы к опасным кратерам и фумаролам тщательно огорожены для недопущения несчастных случаев. Ну, лучше, чем думаю. Больше всего, конечно, впечатляет основной кратер Мутновского, когда стоишь на гребне кратера и осознаешь масштабы этой дымящейся горы. Так эпично. Такого эпического вулканизма мы еще не видели. Вообще нигде. Прям потрясающая мощь. Погнали. За мной панорама, которую мы видим, спускаясь с вулкана Мутновский. Это очень красиво. Когда мы шли туда вверх, здесь все было затянуто туманом, и мы не видели, какой эпичной красоты здесь на самом деле картинка. Виды просто космос. Как нам повезло с погодой. Очень редко слова находятся вовремя, чтобы это все такое классное писать. Я могу сравнивать это с Новой Зеландией, с Исландией, но здесь и прям намного это мощнее и намного более дико. То есть его никто не огораживает подходы к фумаролам и так далее. Это прям настоящий дикий вулкан. А вот и место нашего ночлега на сегодня. Под вулканом Горелый. Такая пустошь. Здесь камни можно использовать для того, чтобы ставить палатки и делать барьер для того, чтобы охранять их от ветра. День третий Камчатского тура. Сегодня был подъем на вулкан Горелый. Это порядка 800 метров набор высоты и 4 километра в одну сторону. Короче, вчера
В окрестностях лагеря кто-то заметил медведя, уже когда было темно. Мы уже спали в палатке и подумали, что отличным шагом будет выбросить из рюкзаков все сладости, чтобы медведь, если что, не распотрошил рюкзак. И вот мы взяли сникерс, взяли конфеты, положили их на тарелочку и оставили в подношение медведю. Конечно же, это было идиотское решение, потенциально способное приманить зверя и поставить наши жизни под угрозу. Камчатка – место, где медведи чувствуют себя весьма привольно. Это вид на Вилючинский вулкан с подъемом горелый. Очень сильный ветер. Тепло достаточно эффективно. В итоге даже во Флиске не жарко. За мной находится офигеннейшее озеро в кратере вулкана. Посмотрите, мы нарисуем его на хромакее во время монтажа. А может и не нарисуем, я не умею. Жесть! Меня чуть не сдуло сейчас нахрен. Наверху должно было быть красивейшее озеро в кратере вулкана, но его мы не увидели, потому что был туман, который просто ограничивал нашу видимость метрами, наверное, 10, и жесточайший совершенно ветер. Сзади видно просто пыль, которую сдувает дико ветром, то ли с горы, то ли хрен знает откуда ее там дует, но выглядит довольно впечатляюще, настоящая пыльная буря. Мы приехали жрать знаменитые пирожки. Говорят, тут самые крутые пирожки на всей Камчатке, похоже. Но грешноватый. Пища богов. Не, довольно грешноватый. Первый мой опыт постановки палатки под дождем. Говорят, что где-то здесь бродит медведь, поэтому мы поставили палатки реально очень близко друг к другу. Надо, говорят, избегать кустов. Вчера, когда раздались вот эти хлопки и начали все кричать про медведя, я только тогда поверила, что это все не шутки, и все это реально, и я вот в этом прям сейчас. На секундочку, мы идем с светошумовой гранатой в туалет. В случае появления медведя надо выдернуть чеку И бросить ее не в медведя, а рядышком. О-ло-ло, медведь, приветики. Посмотри, как он. О-ло-ло. Сегодня дождь. Капли стекают по тенту. Сегодня, по-моему, 5-й день нашего путешествия. И мы начинаем его отмоканием в горячем источнике. Дальше будет намного сложнее. Мы будем ехать целый день, чтобы приехать на Толбачик, где нету ни воды, ни еды, ничего. Просто абсолютно каменная пустошь, оставшаяся после извержения вулкана. Дерево везем с собой, воду всю везем с собой, потому что там ни деревьев, ни воды. И поэтому мы наполняем сегодня максимально все емкости, берем с собой, напиливаем дров и снаряжаемся, в общем, по полной. Поэтому остается наслаждаться какими-то оставшимися моментами, когда можно полежать в теплой водичке. Горячие источники представляют собой несколько луж с горячей водой рядом со студенным ручьем. Люди приезжают туда дикарями и отдыхают буквально бок о бок с медведями, которые ловят в реке идущих на нерест лососей.
Left 4 Dead. Хороший хвост. Вот с таким хвостом минут 15 просто. От Малкинских источников мы через всю Камчатку двинулись к плоскому Толбачику, еще одной зоне активной вулканической деятельности полуострова. Когда сушим одежду сами на себе. Камчатская инфраструктура налагает ограничения на способы перемещения по полуострову. Дороги ко многим самым потрясающим местам разбиты или существуют исключительно в виде направлений. Соответственно, практически полноценным героем путешествия стал наш автомобиль – КАМАЗ с клиренсом под полметра, на котором была построена вся организация тура. Он вез все припасы и зачастую был единственным источником электричества на многие километры вокруг. Поэтому мы разбивали лагерь по сути вокруг грузовика, и звук его мотора был нам вместо колыбельной на ночь. С кем же ты теперь ласковый рассвет встречаешь? Ответь. Хорошо с тобой дорога без тебя. Головы до плечи тебе не выехать плеть. Подплеть. Солнце моё, до меня. Лапы такие теплые, очень теплые, да. Если есть воля, дай огня. Район Толбачика полон впечатляющих пейзажей, связанных с вулканической деятельностью. Поля шлака, застывшие хоть местами и горячие еще лава, пещеры в породе. Все это стоит долгой дороги и отсутствия даже базовых удобств. Лекс? Да. Сегодня 22 августа. 6-й день нашего путешествия и мой день рождения, 34-й. И поздравить меня с ним может только разве что моя жена. Потому что, естественно, сотовых вышек в этой местности просто не существует. Вчера мы целый день ехали через всю Камчатку и уже на исходе дня приехали вот в это место, которое называется Мертвый лес. Дико напоминает на самом деле Намибию, Дедвлей, с той разницей, что все-таки жизнь здесь присутствует, то есть здесь есть все-таки какие-то зеленые деревья. И это место гораздо масштабнее. На въезде сюда я видел табличку 30 Seconds to Mars. Ну, в общем, может быть, не совсем Марс, но место тоже может пополнить мою копилку мест, в которых ощущается абсолютно инопланетно. Должен сказать, что трафик здесь достаточно интенсивный, то есть очень много людей приезжают сюда
несмотря на достаточно тяжелую и плохую дорогу, чтобы просто побыть здесь. Я взяла намибийский крем, который получен в самой дальней отсюда точке, практически. Вот. И нужно сначала камушек положить сначала в лабиринта, а потом в центр положить свою вещь, и это очистит меня от негативной энергии. Вопрос, что от меня останется после этого, ну, посмотрим. Мне кажется, очень символичным это в мой день рождения прийти вместо силы и загадывать себе желание на, не знаю, на всю оставшуюся жизнь. Это как торт, только без торта, просто большой каменный лабиринт. Лабиринт должен был исполнить мое желание, но то ли я что-то неправильно сделал, то ли он сломался, то ли магическое мышление в принципе не работает, но дальше в жизни случилось примерно противоположное тому, что я пожелал. Я хотел здоровья своим близким и жить долго и счастливо с человеком, которого я люблю. Через полгода не станет отца от ковида, через 1,5 с небольшим мы расстанемся с женой. Вдалеке видно язык лавы, вытекающий далеко в лес, вокруг которого мы вчера очень долго объезжали. Горяченькие камушки. Как будто над костерком сидишь. Несмотря на то, что последнее извержение в районе Толбачика было еще в 2013 году, земля на северном провале горячая и местами даже дымится. Местный аттракцион – поджигать деревяшки, закопав их в породу. Какой сегодня день? 7-й? Да, сегодня сегодня 7-й день нашего похода, и мы идем сегодня к плоскому Толбачику. И это будет самый наш длинный хайк. Это почти 28 километров. Из горы дует холодный туман. Вообще сейчас время сколько? Часов 7-8? Получай холод! Мы начинаем подъем от вчерашнего лавового поля. Вот так его видно сейчас. Туман движется очень быстро, и он очень мокрый. Фиг пойми вообще, как это все будет выглядеть. Возможно, что нам придется повернуть прям где-то с середины пути, если мы поймем, что бесперспективняк. К туману добавился снег. Мы пересекаем дорогу. Снег очень жестко сечет лицо на самом деле. Спокойное августовское утро на Камчатке. Пушистыми хлопьями падает снег. Как будто в фильме «Чужой» вообще. Вот-вот жду, когда на горизонте я увижу инопланетный корабль. Тем временем снег усилился, тут настоящие уже сугробы. Очень круто побеждать свой мозг, который говорит: мне холодно, надо повернуть назад, я хочу есть, я хочу пить, мы сейчас умрем, срочно вернись назад. И ты такая типа, это просто иллюзия, и надо идти вперед, и дальше вперед, и еще шаг, и еще. Мы решили идти вперед до 11 часов. Если не распогодится, то повернем назад. Ну, пока что мы прям в метели. Вот он, этот отпуск в августе. Бархатный сезон. Шли до 2000 метров и решили повернуть назад. Просто потому что дальше уже лед и нужны кошки, чтобы подниматься. И судя по всему, никаких видов все равно мы не увидим. Так что
Мы решили сфотографироваться и идти назад. Идем вниз. Не получилось восхождение. Объективно. Пока хоть немного распогодилось, по пути места. На самом деле это был ключевой момент нашего камчатского путешествия, и мы на самом деле сейчас уже начинаем возвращение в Петропавловск-Камчатский. Но, конечно, больше всего потрясает это здесь лавовое поле. Мы такого еще никогда не видели, хотя должны были видеть на Гавайях, но так и не увидели. Зато здесь лавы мы увидели больше, более чем достаточно, и она прям потрясающая. Вот эти вот все органические формы, и потрясает то, что весь этот камень когда-то тек, просто расплавленный здесь по долине, извергаясь из вулкана. И сейчас у нас незапланированный в нашей программе пункт. Мы едем в населенный пункт Эсса, где тоже находятся термальные источники, и где мы, собственно, намереваемся согреться после неудачного восхождения сегодня. Несмотря на то, что хайк к 2 из 3 запланированных вулканов по сути оказался неудачным из-за погоды, мы все равно были довольны тем, что нам удалось увидеть за этот трип. Мы понимали, что в таких диких местах, как Камчатка, никогда не знаешь, что ты увидишь, но эта непредсказуемость и создает настоящее приключение. Даже возникшие проблемы с организаторами тура и плохая до степени отсутствия местной инфраструктуры не смогли испортить нам впечатление от путешествия. Несмотря на все наши страхи, медведей в нашу поездку мы так и не увидели, но, наверное, это и к лучшему. Мы с нетерпением ждали последнего пункта в программе нашего трипа – путешествие на лодке по бухте Русская с морской рыбалкой. Также мы надеялись увидеть китов, сивучей и тюленей, водящихся в тех местах. Очень много птиц. Реально, они реют в небе просто сотнями здесь. А что ты за мальчик вообще? А сейчас будут копаться. Комфорт и роскошь, удобство, вкусная еда, солнышко. 10 из 10 рекомендую. Наташа поймала рыбу. Да, идет. Да ладно. Удочку приспустите вниз. Это мой первый раз, когда я что-то ловлю на удочку. Это очень забавно, потому что ты не успеваешь закинуть удочку, и уже кто-то на нее клюет. Это невероятная какая-то хрень. Целых 2 рыбы! Я второй раз закидываю удочку и посмотрим, что получится в этот раз. Конечно,
В этом что-то есть, когда ты что-то вылавливаешь реально из моря, и типа это можно жрать, прикинь. Все, теперь клюет. Подсекай! Она не сломается. Нет. Я не знаю, что такое подсекать. В этом есть определенный азарт. Это терпук, по-моему. Я даже не знал о существовании такой рыбы до сегодняшнего момента, пока ее не поймал. Кажется, все супер довольны этой рыбалкой. Это мега продуктивная рыбалка. Ну да, я думал, что это типа как обычная рыбалка, когда ты такой сидишь, что-нибудь спишь. И вдруг там типа через полчаса кто-нибудь тебя клюнет. Маленькая такая. А тут не так. Да, тут я даже немножко расстраиваюсь, что мы наловили больше, чем съедим. Пенсионерам раздадут рыбу. Хорошо, да. Мы засекли целый табун косаток. Или семью, вот их даже видно. Ничего себе. Может быть, даже у нас получится подойти ближе к ним. Я в таком восторге. Мы видели косаточек близко, и они делали хвостиком. Смотри, прям на нас идут. Класс! В Намибии видели морских котиков, и в общем похоже на вот это, и даже звуки примерно те же раздаются. На этом наше путешествие на Камчатку заканчивается. Конечно, это было очень классное путешествие. Камчатка действительно крутое место, которое стоит, чтобы его посетить. Здесь просто невероятно красиво, и только из-за этого сюда стоит приехать. Мы покинули Камчатку и вернулись в Москву. Это было наше самое большое путешествие в первый год ковида. И кто бы мог подумать, что сейчас из 2024 2020 будет казаться спокойным и мирным годом. То, что было дальше, было намного тяжелее. Сейчас я в эмиграции и гадаю, доведется ли мне когда-либо вновь увидеть эти места. Если вы были на Камчатке, расскажите о своем опыте в комментариях. Ваша поддержка очень важна для меня, поэтому если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите кнопку колокольчика, чтобы не пропустить новые видео и узнать, что стало со мной дальше. Не переключайтесь.